Хоп, опаньки. А вот мы и в эфире. Вторник в Таллине. И, как обычно, в этот день и примерно в это время у нас в эфире Артемий Кивович Троицкий. Артемий Кивович, я вас приветствую. И я вас приветствую, Остап. Здравствуйте. Я думал, что коли Артемий Кивович где-то там в приятных местах довольно южнее, существенно южнее Эстонии, я подумал, а чем я хуже? Что я вот попрусь на работу? Я вообще сяду дома. Правильно. В лаунж-зоне, вот здесь, в подушках, и буду вещать отсюда, поскольку, в принципе, я с детства мечтал не ходить на работу. Вот. Так что я сегодня деньги получаю, работой любимой занимаюсь, но на работу не хожу. Поэтому, если вам, уважаемые зрители, нравится моя локация нынешняя, напишите об этом в комментариях, проголосуйте за нее. Может быть, благодаря вам я вообще перестану на работу ходить, но их нафиг эти небоскребы, буду отсюда с подушек вести все стримы и программы на РУ-ТВ. Я вот. одобряю. Это такое маленькое отступление. Ну что, Артемий Кивович, как ваше настроение, как ощущение, чувствуется ли уже весна теплая там, где вы сейчас находитесь? Настроение хорошее, нахожусь я в Испании, на Средиземноморском побережье, где-то между городами Аликанте и Валенсия, и чувствую себя вполне неплохо, рожицей уже слегка загорел даже. Ну и к тому же тут у нас происходят всякие исторические события невеликого масштаба, конференции, там всякие разговоры. В общем, да, такой практически первый съезд РСДРП. Вот. Но это все относится к кинематографу, как-то не странно. Вот я не считаю себя кинематографистом, вот, но угодил именно в киношную тусовку. И надо сказать, что люди тут очень симпатичные, всякие актеры известные. Актрис, правда, нет. Вот актеры есть. Ну и режиссер, конечно, тем более. Вот. Режиссер больше всего. Хорошо. В общем, больше актрис и режиссерок, как сейчас это принято говорить. Хорошо, перейдем к нашим темам. Присылайте, пожалуйста, уже сейчас вопросы Артемию Троицкому, комментарии. Темы сегодня есть что обсудить, но, конечно, ваши комментарии и ваши вопросы, честно говоря, всегда, ну, может быть, не всегда, но в большинстве случаев часто задавать даже интереснее Артемию Кивовичу, чем обсуждать какую-то актуальную повестку. Но от нее мы, конечно, никуда не уйдем. Ваш хороший знакомый Максим Покровский признан иноагентом. Сам он в своих комментариях не придавал большого значения этому новому статусу. И, в общем, говорит, что давно в Россию не ездит. У него огромное количество дел вне России. В общем-то, вся его жизнь уже вне России переместилась. И, в общем, он даже не уверен, что когда-то сможет дать концерт в России и выступить там. Как вы прокомментируете этот статус Максима Покровского? Ну, во-первых, я думаю, что статус он, по всей видимости, заслужил. То есть, поскольку это иноагентское звание, это выручает всем тем людям, которые как-то выступают против нынешней путинской власти фашистской, то, в общем-то, Максим Покровский, надо сказать, написал уже около десятка песен, каждая из которых является гневным приговором этому самому чертовому режиму. Вот. Поэтому, конечно же, к тому же, учитывая, что иностранными агентами уже назвали таких, ну, на мой взгляд, гораздо более безобидных артистов и, скажем так, не острополитичных артистов, чем Максим Покровский, скажем, Земфиру, то я думаю, что звание вполне заслуженное, оправданное. Хотя, так же, как я же тоже иноагент, так же, как я, конечно же, Максим Покровский никаким иностранным агентом не является. То есть никакие недружественные государства ему деньги не платят, а просто-напросто он честно говорит и честно поет то, что думает. Вот. А думает он, надо сказать, совершенно
правильные вещи. Так что думаю, что на образ жизни Максима Покровского вся эта история не особо повлияет, потому что он действительно уже давно в России не был, концерты там не дает, никаких источников дохода у него там, скорее всего, нет, ну, разве что, может быть, какие-то авторские, но тут, опять же, сейчас в основном наши артисты, если говорить о каких-то вот этих так называемых роялтис и так далее, они, как правило, подписывают договоры с какими-то иностранными фирмами, которые и работают эффективнее, и в отличие от российских всяких ребятишек, они не обманывают. Вот. А то, помните же, была история, скажем, с тем же Иосифом Пригожиным и группой «Король и Шут», которые там на фирме Иосифа Пригожина выпускали свои пластинки, очень даже неплохо их продавали, а в результате вся прибыль уходила не королю и не шуту даже, вот, а самому Иосифу Пригожину. Так что вот чтобы избегать такого рода практики, Да. большинство российских деятелей музыкальной индустрии, они, в общем-то, получают деньги из более надежных источников. Думаю, что то же самое относится и к Максиму Покровскому. Так что, скорее всего, ему это иностранное агентство как слону дробину. Да, но он говорил, Покровский, что у него, в общем, есть и юридическая компания там своя в США, по-моему. То есть у него какая-то деятельность там происходит, и он очень в нее погружен и, в общем, ей занят. Так что он, видимо, все-таки он не конкретизировал, что, но деятельности он там чем-то занимается. Нет, ну никакой юридической деятельностью Максим Покровский в Соединенных Штатах Америки не занимается. Вот. И никакой юридической компании у него нет. Он просто является клиентом неких адвокатов. Я даже думаю, что я их знаю. Вот, если не всех, хотя бы некоторых. Вот, и они, в общем-то, служат ему добрую службу, в том числе, если понадобится ему все-таки по иноагентскому этому делу, ну, скажем, посылать какие-то отчеты, вот, скажем, как я это делаю. Но я это делаю, потому что я по-прежнему гражданин Российской Федерации. Вот, мне не хочется, в общем-то, чтобы на меня в РФ заводили, скажем, уголовное дело. Вот, поэтому я выполняю те требования, которые предъявляются так называемым иностранным агентам. Кстати говоря, скоро, где-то уже совсем скоро, в этом месяце, состоится заседание суда, потому что я оспорил этот статус иностранного агента, вот, и подал иск на Министерство юстиции, которое меня этим агентством, значит, наградило. Вот. Я хотел бы от этого иноагентства избавиться. Не потому, что это меня как-то сильно смущает, а просто потому, что я не иностранный агент. И ни с какими этими иностранными агентурами дел не имею. Так что нефига на меня клеветать. Но вы реально думаете, что может быть позитивный исход этого дела? Или вам важно просто как минимум поспорить с ними? Мне важно обозначить свое отношение. А какой будет исход? Ну, в принципе, насколько мне известно, несколько таких кейсов заканчивались благополучно для истцов, то есть вот для меня, например. Вот, и вот это клеймо иностранного агента с людей снимали. Произойдет ли это в отношении меня? Понятия не имею. Владимир Винтя и Петр Скворурая спрашивают все о ваших впечатлениях об Испании и как там у вас. Такие вопросы, их много. Спасибо всем, кстати, кто присылает комментарии, продолжайте.
Ну, вначале Артемий Киевич уже коротко сказал об Испании. Если у вас есть еще чего добавить, то скажите. Ну что, я вообще люблю страну Испанию. Это одна из моих любимых стран, наряду, скажем, с Италией. Я люблю испанскую культуру, мне нравятся испанцы. Испанский народ очень симпатичный. Э, Впечатления от Испании хорошие, тем более, что ну вот последние месяцы я провел в двух других странах. Сначала я долго был в Соединенных Штатах Америки, а потом, ну, естественно, у себя дома в Таллине. Мгм. И надо сказать, что на фоне Эстонии, тем более США, Испания страна не только более теплая, что, конечно, бросается в глаза и ощущается кожей, но и значительно более дешевая. То есть, ну, условно говоря, если в Испании чашка кофе стоит где-то евро полтора, то в Америке, ну, по крайней мере, в городе Нью-Йорке, где я в основном ошиваюсь, аналогичная чашка стоит долларов 8-10. Так что можно посчитать рейтинг, значит, точнее, соотношение. Ну, что тут еще можно сказать? Могу еще сказать, что в Испании, вот это я сегодня, да и вчера наблюдал, очень много русской и украинской речи. То есть просто, я бы сказал, что после испанского языка по частоте э, употребляемости, скажем, в каких-то публичных местах, в каких-то туристических, значит, анклавах, на набережных, там, променадах и так далее. Вот на первом месте все-таки испанская речь, от этого никуда не денешься. Местные по-прежнему составляют большинство. На втором месте я писал украинская речь, на третьем месте русская. Ну, а на четвертом уже всякие такие здешние туристические национальности. Вот, в частности, вот в том месте, где я нахожусь, очень много шведов. Откуда-то, значит, куча шведов тут взялась. Даже какие-то Нет, тепло. языке и так далее. Вот, в общем, короче говоря, но шведы-то они тут уже давно, а вот украинцы и русские в таких количествах тут, я думаю, появились относительно недавно, но их действительно очень много. И автомобили с украинскими и российскими номерами, вот, ну и, соответственно, мова слышна. Да, несколько украинских вопросов тут об Украине у нас есть. Гордон Гималайский спрашивает вас: Артемий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что за конфликт у вас с украинским Альбертом Муждабайкиным? Он вас регулярно проклинает в своих блогах, на чем свет стоит. Каким Альбертом, я не понял. Альберт Муждабайкин. Вот не знаю такого журналиста, я правда. Это не Альберт Муждабайкин, а это Айдер Муждабаев. Айдер Муждабаев, ну, как бы у меня Как написали, не знаю почему. у меня с ним конфликт в принципе нет, то есть я его не проклинаю нигде, и вообще о нем и не пишу, и не говорю, и, честно говоря, едва помню и едва знаю. Значит, Айдер Муждабаев долгое время, а именно где-то лет 15, по крайней мере, работал в газете «Московский комсомолец». Причем из этих 15 лет, или даже больше, по-моему, 17 лет, вот, все путинское правление до 2015 года. Он там большую часть этого времени вообще был зам главного редактора, то есть второй человек в газете после пресловутого и одиозного ее бессменного владельца и главреда Паши Гусева. Вот. Ну, что такое Паша Гусев, что такое газета МК, она же «Московский комсомолец», я думаю, все прекрасно знают. Так вот, этот самый Альберт Муждабайкин, точнее Айдер Муждабаев, вот, он потом очень резко переобулся, причем не в 2014 году,
когда, значит, случилась оккупация Крыма и интервенция в Донбасс. Вот. А в 2015 году, то есть он еще долгое время продержался там в этом московском комсомольце, а потом резко переобулся, стал крымским татарином, хотя, вообще говоря, жил в основном в Москве, а родился вообще где-то там типа в Тамбовской области и так далее. Даже не в Казани, заметь. Вот. И стал, значит, каким-то таким невероятным, значит, как это называется, крымско-татарским патриотом, но в этом, в общем-то, ничего плохого нет. Вот. Но, кроме того, он дико ненавидит всю российскую оппозицию. Я уже не говорю там про людей типа Алексея Навального или Ильи Яшина и так далее. Это для него вообще какие-то кровные враги. Но вот даже такого, в общем-то, спокойного, значит, и рассудительного человека, как я, он тоже ненавидит, хотя я даже не в курсе того, что он что-то там про меня говорит или что-то про меня пишет. Вот. Мне было бы, кстати, любопытно посмотреть, какие претензии может Альберт Муждабайкин мне выдвинуть, потому что я, в принципе, редкий человек, который... Это даже скучно об этом говорить, но я, в общем-то, как-то особых ошибок в своей жизни не совершал. То есть доверенным лицом Путина не был, на государство никогда не работал, деньги, значит, от администрации президента и так далее никогда в жизни не получал и так далее. Более того, значит, всегда, начиная с 1999 года, я костерил Владимира Путина, вот еще когда его практически все хвалили, значит, и высказывали надежды. Тогда, кажется, двое было таких непримиримых. Вот это покойная Новодворская и ваш покорный. Вот кто с самого начала сказал, что Владимир Путин – это помесь гопника с ментом, и что это все будет иметь жуткие последствия. Вот. Естественно, Муждабайкин в это время в своем московском комсомольце писал о Путине нечто, я думаю, совсем другое. Вот. Короче говоря, ладно, все. По-моему, я ответил на вопрос. Да. Вот. Что у меня за конфликт с этим человеком, я так и не понял. Гордон Гималайский, пришлите, что там Муждабайкин писал про Троицкого. Троицкому интересно почитать будет на досуге. Значит, это увлекательное чтиво. Так, идем дальше. Поставьте лайк, пожалуйста, нашей трансляции, присылайте комментарии. Здесь они приходят вот мне сюда. Добрый вопрос Артемию Троицкому. Почему ни один либерал не признает, что в Украине есть нацисты и люди, ненавидящие русских? Вот как вам такой вопрос? Ну, дело в том, что нацисты есть в любой стране. То есть нацисты есть в Украине, нацисты есть в России, нацисты есть даже в таких милых, мягких и пушистых странах, скажем, в Финляндии, в Швеции, ну, про Германию я и не говорю, в Соединенных Штатах Америки. Там имеются и отдельно взятые нацисты, там имеются и целые нацистские организации, нацистские партии и так далее. Скажем, в Финляндии сейчас на выборах второе место, к сожалению, заняла партия под названием «Истинные финны», вот, которая, ну, сейчас они так немного причесались и так далее, но начинали они вообще как неонацистская партия. Вот, то есть такая ультранационалистическая, значит, Финляндия юбералис, там всех из Финляндии погоним, там и прочее, и прочее. Вот, тоже нацисты. Финляндия – цивилизованнейшая, свободнейшая страна, член НАТО, кстати говоря, аккурат с сегодняшнего дня, с чем я финнов очень и очень поздравляю. Я выложил у себя в Твиттере две смешные картинки на эту тему. Вот, так что, ребята, заходите ко мне в Твиттерок, вот, увидите поздравления Финляндии по случаю ее вступления в организацию НАТО. Вот, в общем, нацисты, неонацисты, всяческие сволочи есть везде. И Украина тут, естественно,
не исключение. Вот. А то, что есть украинцы, которые ненавидят русских, так я думаю, что большинство украинцев ненавидят русских, и у них для этого имеется более чем серьезное основание. И если я был бы украинцем, я не сомневаюсь ни секунды, что я бы к русским относился бы крайне недоброжелательно. Ну, Потому тут что все-таки... заслужили эти сволочи, этот Путин и его все эти прихлебатели. Так что, а что? Вот после того, как они убили столько людей, в том числе мирных людей, детей и так далее, все там порушили в Восточной и Южной Украине, да, части и Северной. Что, после этого к ним нормально относиться, как к тем же финнам или там англичанам? Нет. Финны, англичане и все прочие ничего плохого Украине и украинцам не сделали. А что касается до русских, то это совсем другой разговор. Да, Игорь спрашивает, Артемий Киевич, как вы относитесь к залу славы рок-н-ролла в Кливленде? Подозреваю, что негативно, или я ошибаюсь? Спрашивает вас Игорь. Нет, ну вообще этот самый Rock-and-Roll Hall of Fame — это такая, в общем, известная американская институция, которая существует уже лет 30, по крайней мере, и там огромное количество всяких и великих, и менее великих, просто хороших музыкантов в этой самой зале славы числятся. Отношусь я к этому? Да, в общем-то, я никак к этому не отношусь. Но как я могу относиться, скажем, к звездам, которые вклеены в мостовую на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе, около Голливуда? Ну что, отлично, пусть там у всех этих звезд будут свои звездочки, все в порядке, пусть в рок-н-ролльном зале славы будут имена, или там, я уже даже не знаю, я там не был никогда, честно говоря, и никогда и желания не было туда попасть. Ну, такой обычный, такой типа мавзолея, только без чучела. Вы упомянули Финляндию. Ну вот Финляндия сегодня официально стала 31-м членом НАТО. Там Шойгу сразу отреагировал, что какие-то очередные «Искандеры» завезли в Беларуси. А многие эксперты шутят на тему того, что, в общем, в штаб-квартире НАТО надо сделать отдельную какую-то сакральную комнату, где будет золотой бюстик Путина, и натовские генералы будут молиться этому бюстику во увеличение бюджета, расширение территории этого альянса. Но речь идет о том, что Путин у нас и объединитель украинской политической нации, и расширитель НАТО. Вот. Что скажете на этот счет? Да, в общем-то, Путин, конечно, способствовал большому количеству всяких процессов, которые можно обозначить или несомненным знаком плюс, скажем, в том, что касается консолидации украинского народа. Вот. Или, ну, в общем, тоже, наверное, вступление Финляндии в НАТО я бы подал со знаком плюс. То есть я никогда в жизни НАТО не сочувствовал, и вообще я против войны и против там всяких этих милитаристских блоков и прочее, и прочее. В общем, у меня в этом смысле такая спокойная пацифистская позиция, но совершенно очевидно, что имея под боком безумного такого психопатического соседа под названием Путин the Russia, естественно, вступление в НАТО – это абсолютно правильный, логичный, оправданный шаг. Потому что, да, у НАТО имеется известный пункт 5 устава, согласно которому, если на страну-члена НАТО кто-то нападает, вот, то все остальное НАТО, все эти 30 стран, значит, приходит ему на помощь и наносит ответный удар. Кстати, если бы не старая сука Ангела Меркель, Украина сейчас
вполне могла быть в НАТО. То есть это Меркель в свое время, я уже не помню, какой это был, то ли 2008, то ли 2009 год, то есть уже после нападения России на Грузию. Вот, именно Меркель наложила вето, значит, там было, значит, это Верховное натовское совещание, и вот именно Меркель, значит, сказала, что нет, что нельзя нам ссориться с Россией, вот, и нельзя нам вообще даже рассматривать всерьез вопрос о вступлении Украины в НАТО. Вот, так что, в общем, конечно же, львиная доля вины за все эти ужасы, которые происходят в Украине, лежит на Путине, но, в общем-то, у Меркель в этом смысле тоже, конечно же, рыльце в пушку. Ну вот ей орден тут недавно вручили, не знаю за что, но насчет этого тоже спорили. Ну и вообще такая точка зрения, что с Россией не надо ссориться, она ведь до последнего времени, до совсем недавнего времени в европейских элитах бытовала, но теперь вроде она уже рассеялась окончательно, мне кажется. Да, это все рассеялось окончательно, и к тому же, в общем-то, всем понятно, мы люди не наивные, ни немцы, ни французы, вот, мы знаем цену Путину и российскому режиму. Вот, прекрасно я отдаю себе отчет в том, что вот вся эта теория, вся эта политическая линия, что надо ублажать Россию, ни в коем случае нельзя ее злить и так далее, что во многом, я бы даже сказал, по большей части это связано с тем, что проводили ее политики элементарно подкупленные Россией. На Западе, естественно, коррупция тоже существует, и немалая, но все равно далеко не в таких масштабах, как в России. И, конечно же, всякие депутаты Бундестага или французские какие-нибудь министры, включая премьер-министров, прочее, они не привыкли к тому, чтобы им заносили просто чемоданы денег, вот, а потом еще водили в баню с голыми русскими девушками, все такое прочее. Так что удалось российскому режиму приручить и подкупить очень большое количество европейских политиков, в том числе и крупных. А кого-то просто удалось запугать. Кстати, в эту же, сюда же к теме коррупции, украинские журналисты опубликовали расследование, в котором показывают, как жены, в том числе военных чиновников российских, разных представителей российской элиты, которые под санкциями, чудесно себе отдыхают в Куршавеле, держат там собственные отели и бизнесы, скупаются в местных бутиках дорогой одежды и так далее. И вот для этой категории совершенно точно ничего не изменилось с началом войны. Меладзе там выступал, и вокруг Меладзе они чудесно пляшут, и все у них классно. И Меладзе не отвечал на вопросы украинских журналистов, которые как-то там туда попали на эту тусовку. Как вам вообще на фоне войны вот эта вся тут пляска? Ну, тут, как бы, конечно, можно было бы гневно сказать, да как так, вот это вот все, двойные стандарты. Но дело в том, что, скажем, вот эта вот конкретная баба, ее зовут Светлана Иванова, я так понимаю, она жена одного из замминистров Шойгу, одного из замминистров обороны, Тимура Иванова. Вот, по всей видимости, точнее не по всей видимости, а наверняка, она лично находится не под санкциями. Муженек ее, естественно, под санкциями, но она-то, в общем-то, вроде как, да и фамилия такая, Иванова, много таких фамилий. Вот была бы у нее фамилия Шойгу, может быть, на это бы кто-нибудь во Франции и обратил бы внимание, потому что фамилия такая не часто встречается. Она Иванова, ну, елы-палы, ну, Иванова, давай вали. Вот, к тому же там шубка на тебе за 100 тысяч евро. Значит, есть шанс, что ты потратишь в наших французских бутиках
значит, большие деньги и сделаешь нашего этого уродца, как его зовут, Бернар Арно, самый богатый в мире человек. Сегодня это как раз было опубликовано. Сколько там, 211 миллиардов евро его состояние или долларов, какая разница. Вот. А это как раз хозяин большей части вот этих говеных французских и итальянских брендов. То есть, в первую очередь, Луи Вьюитон, то есть все эти саквояжи цвета говна. Вот. Ну и там всякие эти Гуччи, там Хуючи и так далее. Вот совершенно омерзительное изделие, которое, собственно, используется всякими Светами из Иванова или Светами Ивановыми, используется, значит, в качестве пропуска во Францию, в том числе, вот, и пропуска в российский высший свет. Вот, так что, в общем, как бы тут с юридической точки зрения, я так полагаю, что тут особых нарушений нет. С точки зрения морали, да, в общем, это все, конечно, крайне некрасиво. И с точки зрения вот тех же французов или итальянцев, которые снабжают этим лакшери всех российских людоедов и членов их семей, вот это, конечно, крайне цинично. Остап, я тебя не слышу. А, Вот сейчас? Да, Владимир Винтер тут еще вам про украинцев отвечает. Артемий, есть украинцы, которые за Путина, а есть русские, которые на стороне Украины. Поэтому национальность тут ни при чем. Ну, это к тому, что вы сказали несколько минут назад. Ну да. Хорошо. Давайте по вот этому убийству этого татарского. Не кажется ли вам, что вообще преувеличен как-то очень сильный шум, очень сильный хайп вокруг этого убийства? Это такой первый вопрос. А второй, какая версия вам ближе? То есть там есть внутрироссийские разборки, ФСБшные какие-то корни у этого убийства, провокации ФСБ, с другой стороны украинские спецслужбы, и с третьей какие-нибудь внутрироссийские патриоты, которые начали прибегать к акциям прямого действия. Ну, смотрите, есть какие-то вещи, которые для меня очевидны, есть какие-то вещи, которые мне категорически неизвестны. Очевидно для меня то, что вот эта девушка, которую арестовали, что она точно убивать этого, мне все время хочется его назвать Вавилен Татарский, потому что это же главный герой известного романа Виктора Пелевина «Generation P». Вот. Его звали Вавилен Татарский. Вот. Так что я думаю, что этот Владилен, он себя обозвал из Максима Фомина Владиленом Татарским именно, значит, вот с этим намеком. Иначе я не очень понимаю, нафиг ему это было нужно. Так вот, не собиралась эта девушка его убивать. То есть тут есть два варианта. Один вариант – это то, что вообще вот этот бюст тут ни при чем. То есть я пока что не видел никаких публикаций с доказательством того, что, собственно, погиб этот хмырь именно из-за того, что взорвался вот этот бюст. Почему-то это все принимают на веру, и никто не допускает каких-то иных толкований, но никаких доказательств этого предъявлено, там, скажем, ФСБ или Следственным комитетом не было. Так что есть вообще вариант, что, ну, условно говоря, что это там под столом или под креслом лежала какая-то бомба, и что это она рванула, а вовсе никакой не бюстик. Вот. А второе – это то, что есть много видеозаписей того, что предшествовало взрыву. Там видно, значит, что приходит эта девушка, которая явно с Вавиленом этим хорошо знакома. Он ее называет Настя почему-то, а не Дарья. Вот, мило с ней шутит и так далее. Даже, я бы сказал, заигрывает слегка. Вот, она ему передает, значит, этот бюст, он довольно его рассматривает, говорит: о, золотой Владилен,
то да сё, и приглашает эту девушку сесть рядом с ним. И девушка садится рядом с ним. Если бы она знала, что в этом бюсте находится бомба, да еще такая бомба, которая вот-вот взорвется, вот, естественно, она бы или вообще ушла бы куда подальше из этого поганого помещения, или в крайнем случае, там, чтобы не показаться уже особо подозрительной, куда-нибудь ушла бы в задние ряды, чтобы ее не накрыло взрывом. А она спокойненько, значит, садится прямо вот рядом. Странно, кстати, что при взрыве она, судя по всему, не пострадала, в то время как, в общем, довольно много народу там с какими-то царапинами и ссадинами. Вот, так что явно совершенно, что она была не в курсе того, что это бомба, и тем более, что эта бомба должна была вот-вот взорваться. То есть, по всей видимости, если взорвался именно принесенный ею бюст, то эту девушку, как ее зовут, Дарья Трепова, или Трепова, не знаю, значит, явно совершенно, что ее использовали вслепую. Вот, это то, что для меня очевидно. Значит, что еще могу сказать? Ну, я этого Владилена Максима никогда в жизни не видел, не знал, я не читаю эти Z-каналы, так что для меня это совершенно как бы не какой-то, значит, знакомый, прочувствованный персонаж. Я эту рожу видел один-единственный раз и думаю, что вообще большинство, собственно, его только по этому выступлению и знают. Это как когда закончился там какой-то очередной этот патриотический шабаш в Кремле, где Путин там тоже рот развивал, вот, то какие-то корреспонденты взяли на выходе интервью, значит, у этого татарского, вот, который сказал, что вот все путем, будем украинцев убивать, будем их насиловать, будем грабить, будем делать все, что мы любим. Вот, то есть было такое очень смачное и предельно омерзительное, то есть на самом деле фашистско-бандитское высказывание. Вот. Поэтому, естественно, его очень многие каналы показали, процитировали, там прочее. Все, больше я об этой твари ничего не знал. Вот. И какое он занимал положение во всех этих Z-помойках, я тоже не знаю. Был ли он знаменитым, влиятельным, невлиятельным, маргинальным или мейнстримовским, я хрен его знает. Ничего тут не могу сказать. Соответственно, в общем, думаю, что версии тут имеются такие практически равновероятные. Одна версия, что его убрали свои, или что его убрало ФСБ, и что это как бы какой-то эпизод такой подковерной войны, в которой, с одной стороны, участвуют там, скажем, вот эти турбопатриоты во главе с Евгением Пригожиным, а с другой стороны там какие-то там армейцы, ФСБшники и так далее. Вот, об этом довольно много говорят и пишут. Это один вариант. Второй вариант, что убрали его на самом деле какие-то российские террористы. Об этом, естественно, говорил Илья Пономарев. Третий вариант, соответственно, что его убрали украинцы. И опять же, тут это могут быть или кадровые украинские спецслужбы СБУ, вот, или какие-то совершенно независимые от украинского государства, какие-то просто украинские, значит, мстители, скажем так. В принципе, в общем-то, все эти варианты кажутся мне правдоподобными, я бы даже не выделял из них какой-то один, который мне кажется наиболее вероятным. Ну вот есть на эту тему вопрос от Евгения Маркова. Как и предполагалось, после теракта в Петербурге по российским СМИ весь день идут нападки на российскую оппозицию.
и, в общем, ее полная дискредитация. Как вам так задумано, или это уже реакция СМИ на неожиданное событие? Я думаю, что тут 50-50. С одной стороны, да, так могло быть задумано, и это могло быть одной из мотиваций, скажем, ФСБ, что вот принесем такую жертву, вот, и, значит, после этого, скажем, ну, так же, как, скажем, Сталин после убийства Кирова организовал 1937 год, вот, мы, значит, таким же образом, значит, сейчас начнем такую же совсем кровавую и тотальную облаву и репрессии против оппозиции. Вполне возможно, и, в общем, ну, вероятность этого я оцениваю очень высоко. Вот. Второй вариант, что нет, что это все-таки сделали не ФСБшники, не свои, так сказать, а чужие. Вот. Но в этом случае просто грех не воспользоваться возможностью, которая им предоставили, что вот, значит, сейчас там найдут какие-то связи между девушкой Дарьей там, и фондом борьбы с коррупцией, вот, ну и начнется вся эта свистопляска. В этом смысле, конечно, это покушение достаточно выгодно для Путина и всяческих органов. С другой стороны, можно вспомнить, что совсем недавно при очень похожих обстоятельствах тоже взорвали Дарью Дугину, и тоже там поначалу говорили о какой-то мести, били себя в грудь и так далее, вот, что мы это так не оставим. Ну, в результате я бы не сказал, что убийство Дарьи Дугиной имело какие-то особо репрессивные последствия. Вот. Думаю, что с Вавиленом с этим будет примерно то же самое. Но тут Симонян объявила вхождение России в эпоху политического терроризма, что вот это все будет дальше происходить, что у нас будут теракты против вот таких видных представителей российского патриотического сонма, так сказать, что их будет и дальше убивать, и мы все должны там опять консолидироваться этому противостоять в таком духе. Ну, может, будут, может, нет. Мне трудно сказать. Не могу сказать, что эта тема меня как-то страстно волнует. То есть, если будут их взрывать в таком в эсеровско-народовольческом стиле, не могу сказать, что я буду сильно возмущен или огорчен. Да, будут бомбисты взрывать кареты. Хорошо, идем дальше. Поставьте лайк нашей трансляции, пожалуйста. Продолжайте присылать комментарии, вопросы Артемию Троицкому. Ну и загляните в топ-линк под нашей трансляцией. Там есть у нас и Телеграм, и ТикТок, где Артемий, так сказать, вырезки из Артемия Киевича, не побоюсь этого слова, набирает очень много просмотров. Так что в ТикТок наш тоже загляните. Ростислав... Я ни разу не видел, я вообще не подписан даже на ТикТок. Насколько мне известно, это какое-то увеселение для детей и подростков. Да. Но я, конечно, уже скоро начну впадать в детство. Вот, но пока что этого не происходит. Хорошо. Ну, там и без вас все нормально. То есть вы там набираете определенные цифры. Так, Ростислав Свиридов хочет вопросы про музыку. Ростислав, завтра у Артемия Троицкого на РУ-ТВ живой уголок. И там все будет про музыку. Пользуясь... Нет. Остап. Извини, хотел тебя скорректировать. То есть, во-первых, живой уголок действительно будет завтра, а не в четверг, как обычно. Во-вторых, я хотел воспользоваться тем, что нахожусь сейчас тут в Испании в компании всяких известных кинематографистов. И если я еще ни с кем не вел разговоры на эту тему, но если получится, то я бы хотел пригласить побеседовать с собой каких-то интересных людей из мира кино. И вот если произойдет именно это, а не что-то иное, вот, то тогда боюсь, что вопросы о музыке будут не очень уместны.
Окей, в общем, следите за трансляцией, и там, когда она появится, наверняка будет что-то неожиданное, интересное для всех наших зрителей. Я надеюсь. Да, Антон Сгорский пишет: послушал наше радио вчера, одни военные песни. Ну, что я могу сказать? Наше радио всегда было знаменем говнорока. Меня это никак не удивляет и даже не огорчает. Это, в общем, ну, это то же самое, что посыпать голову пеплом по поводу группы «Чай» там, или еще каких-то говнорокеров. Нет, это старая знакомая история. Позор, полное, абсолютное позорище. Угу. Значит, новость такая. Значит, в России, в одном из российских городов, ну, это про доносы, это вообще большая сейчас волна, это, назовем это так, тренд, в России стали писать доносы. И вот сосед написал донос на другого соседа, внимание, за что? За то, что логин сети Wi-Fi у этого соседа, вот как вы подключаетесь к Wi-Fi, и вы видите, когда заходите в эту сеть Wi-Fi, логин у него был «Слава Украине». За это был написан донос. Как, на ваш взгляд, это характеризует какое-то время вообще? Это дух времени, теперь доносы будут массовыми, и все больше и больше их будет. Мы возвращаемся к сталинским временам? Остап, я об этом и говорил, и писал уже очень и очень много. Возможно, я даже был первым, кто поднял эту тему, когда я сказал, что путинская Россия вернулась действительно в 30-е годы прошлого века. И я много сравнивал, скажем, Советский Союз того периода, когда я там жил, то есть 60-е, 70-е, 80-е годы, вот, и теперешнюю путинскую Россию. И сравнения были в пользу СССР, потому что я просто рассказывал о том, как практиковалась вот вся вот эта вот доносная служба в Советском Союзе эпохи брежневской стагнации и так далее. Вот. И как она работает в нынешней России. Главная разница состоит в том, что в Советском Союзе, естественно, было огромное количество стукачей. Стукачей самого разного толка, то есть это были и кадровые сотрудники КГБ, внедренные там в какие-то компании, которые, значит, писали рапорты о том, значит, кто что делал и кто о чем говорил. Потом это были такие доброхоты, но их было очень мало. Они были всегда анонимщиками, то есть их даже так и звали, анонимщики. Люди, которые писали: а вот у моего соседа, он слушает «Голос Америки» и BBC. Вот. И делалось это в первую очередь для того, просто чтобы сделать гнусно своему соседу. Ну, а это вообще такая популярная черта человеческого характера, да, чтобы соседу было плохо. Вот. Особенно если ему живется лучше, чем тебе. Если он, скажем, там какой-то интеллигент и в шляпе ходит, а ты, значит, простой советский гопник, вот, и его тихо или громко ненавидишь. Вот, значит, можно было на него накатать донос, но это происходило всегда анонимно. Вот. Или третья разновидность стукачей – это такие стукачи по неволе. Вот. С ними я чаще всего сталкивался. Вот. Это просто ребята, которые, значит, совершенно не хотели сотрудничать с советскими органами, но которых, значит, при каких-то обстоятельствах взяли за жопу и стали после этого шантажировать. Значит, или ты будешь нам писать отчеты, вот, или, значит, мы тебя выгоним из института или прогоним с работы, вот, или лишим там, значит, каких-то там еще привилегий и так далее. Вот. Некоторые отказывались, вот, после чего действительно вылетали с работы и так далее, как это со мной, скажем, произошло.
Вот. Некоторые соглашались, но даже те, кто соглашались, они понимали, что это позорище, это ужасно, это плохо, так нельзя, так, значит, хорошие люди не поступают. И я часто рассказываю, значит, историю, свидетелем которой был, что один мой знакомый парень, которого тоже свинтили, значит, ГБшники, ну, за его активность на черном рынке, вот, и я его знал, потому что он был одним из моих, так сказать, клиентов, я продавал ему там всяких Кинг Кримсонов, Пинк Флойдов там и прочих. Вот. Это был студент одного из московских технических вузов, парень сам по себе, значит, откуда-то из провинции, то ли из Сибири, то ли с Урала. Вот. Ну, он был такой рок-фэн, значит, ну, и его, собственно, взяли за спекуляцию пластинками. Вот, и сказали, ничего страшного, будешь дальше учиться в своем физтехе, вот, ну, значит, пожалуйста, вот нас интересуют там такие-то, значит, личности, такие-то разговорчики и так далее. Вот, ну, и он, значит, несчастный, естественно, в общем-то, совершенно того не желая, но стал писать доносы. В какой-то момент это выяснилось, я уже не помню при каких обстоятельствах. Вот, ну, естественно, да, а жил он в общежитии. Вот, и друзья, и одногруппники, и товарищи по общежитию ему просто устроили абсолютную обструкцию. Вот, за то, что он доносчик. И этот парень выбросился из окна, он покончил с собой. Вот что означало, значит, получить реноме доносчика в Советском Союзе. Сейчас при Путине быть доносчиком – это почетно, это просто, то есть на этом делают карьеры, на этом, я думаю, зарабатывают деньги, делают себе имя и прочее, и прочее. И вообще это как бы считается большим таким достоинством, то, что ты стукач. Вот. И это, конечно, что-то говорит, точнее, очень многое говорит, а может быть и все говорит о моральном состоянии общества, вот, которое в России сейчас находится на абсолютно нижайшей, практически нулевой отметке. Ну а вот тенденция, то есть люди также будут дальше деградировать. Я имею даже в виду, знаете, на фоне того, что ведь очень качественный народ, он выехал в огромной своей массе из России. И остается народ менее качественный, то есть будущего внутри России приличного не просматривается. Ну, в общем, это версия, версия, к сожалению, достаточно правдоподобная. Пойдем дальше, поставьте лайк нашей трансляции. Единственное, я сказал бы, что деградировать этому народу уже дальше особо некуда. Мгм. Я думаю, он пал достаточно низко, и об этом свидетельствуют не только вот эти все истории массового стукачества, массовой подлости и поддержки войны, опять же, массовой, вот, ну и всякие другие вещи. Вот, в частности, ну, я же тоже неоднократно высказывался о том, что у меня просто не вполне умещается в сознании то, что сотни тысяч российских мужчин готовы идти на смерть ни за что. Ни за Родину, ни за Сталина, уж тем более не за Путина, ни за Россию, ни за хорошую жизнь, ни за свободу, просто ни за что. И просто идти в окопы, где их уничтожают. Вот это я считаю тоже очень важным признаком такой массовой тотальной деградации. Мгм. Людям не нужна их собственная жизнь. Что может быть хуже? Владимир Винтя спрашивает: Артемий, вы в свой живой уголок Педро Альмодовара пригласите? И какие у вас любимые фильмы этого режиссера? Мы не знакомы с Педро Альмодоваром.
Я, конечно же, не буду иметь возможности его пригласить. Вы, наверное, решили, что я в Испании, а потом сказал, что там попробую пригласить кого-то из киношников. Нет, все те киношники, которые тут собрались, это киношники из России, Украины, Беларуси, не знаю, Узбекистана, Эстонии. Вот. То есть это не местные, это не испанские режиссеры. Вот. Что касается до любимого петровского фильма, то, наверное, это фильм, как называется, «Поговори с ней», по-моему, он так называется, или «Поговори о ней». Вот. Такая семейная драма в высшей степени трогательная. Вот Татьяна предлагает вам подписаться все-таки на ТикТок. Он говорит, пишет, что ТикТок это не только для детей, а вообще ТикТок это смотря на что подпишешься, как и Facebook. Так что рекомендуют вас. Рекомендуют вам. Спасибо. Да, извините, я тут свое колено выставил. Вот. Я не голый, я в шортах, все в порядке. Я просто только что пришел с прогулки по пляжу. Да. Но у нас сегодня вообще неформальный. Я думаю, оно отвлекает. У нас вообще сегодня неформальные локации, потому что я тоже у себя дома в своем лаунж-уголке. Я прошу народ откликнуться, что вам больше нравится, какая локация. Вот там, где я на фоне небоскребов в студии РУ-ТВ, или же отсюда из дому лучше вам интереснее, вам приятнее картинка. Может быть, вы массово проголосуете, я вообще буду все время отсюда с подушек вещать. Вот, так что напишите в комментариях. Дальше. Голосовать за, потому что в этом случае, по всей видимости, на подушках будет возлежать не только Остап, но и я тоже. Тогда у нас вообще вся программа будет идти исключительно, значит, из мягких мест. Вот, что лично меня вполне устраивает. Из мягких мест. Это хорошее название, мне кажется. Да. Ну, у меня вообще тут атмосфера расслабленная. То есть у меня вот там вот за камерой курица, не курица в смысле птица, а у меня, я раскурил непальские благовония, там свечка горит, вот. Тут и чаек у меня есть, правда, я его весь выпил. Так что у меня атмосфера хорошая, в общем, надо будет на эту тему подумать, сделать у меня тут домашние какие-то или пьянки, или посиделки, или еще что-то. Хорошо, идем дальше, поставьте нам... Ладан, пожалуйста. Что? Ладан курить не надо. Ладан, не, ладана нет. Тут штрафу. Поставьте лайк моей локации, пожалуйста, если вам нравится. Григорий, Евгений Марков спрашивает: Артемий, понравилось видео Маричи, где вы вроде психиатра-жирафа, ну а уж колокольчики, вообще шедевр. Пару слов о съемках. Не знаю, о чем речь, что это? Я снялся в новом видеоклипе «Мари, говори». То есть эта девушка очень милая, она попросила, чтобы я сыграл то ли психиатра, то ли психоаналитика, в общем, какого-то, значит, внимательно слушающего ее доктора в ее клипе. Песня, надо сказать, совершенно дурацкая, о чем я и сразу заявил. Песенка про жирафа. Она сказала, что вот в том-то и смысл, чтобы песня была совершенно дурацкая, а не про какую-нибудь там политику, никакой сатиры, там ничего такого. Вот, ну, я как мог сыграл этого психиатра, напялил на себя белый халат, по-моему, стетоскоп, а может и нет, уже не помню. Ну, вся съемка заняла минут 15, я думаю. Вот, это было в каком-то коворкинге таком в центре Таллина. Вот, но этого клипа я не видел. И я уже забыл про него, хотя это было буквально дней 10 тому назад. И, в общем-то, я решил, пожалуй, что я эту девушку Машу за это строго... Нет, ну, наказывать не буду, но, во всяком случае, сделаю ей некоторое внушение, потому что с ее стороны было бы элементарно вежливо прислать мне этот самый клип, раз уж я в нем сыграл. Сыграл, разумеется,
не за большие деньги, как это я обычно делаю, вот, а абсолютно бесплатно, исключительно из симпатии к Маре Говори. Спасибо, отлично, договорились. Так и передадим. Так, идем дальше. Что я сегодня идем дальше часто говорю, наверное, потому что я дома. Дед Артемий в черных очках в помещении и лицо с приподнятой бровью. Кто фингал Артемию поставил? Спрашивают вас. Вы знаете, что фингал мне никто не поставил, а просто глазки у меня слегка подгорели на жарком испанском солнце. Могу показать, но недолго. Видите, фингала нет, вот, но глаза утомленные солнцем, я бы сказал, поэтому в темных очках мне намного комфортнее. Вот Евгений Марков нам рекомендует кафе Обломов I'll be back. Ну, имеется в виду к нашей идее здесь в лаунж в уголке у меня позаседать, повозлежать. Фон не имеет значения. Важна тема и интересная беседа, Андрей Писаренко пишет. Ну, в общем, у нас есть какой-то отклик по идее здесь потусоваться у меня в лаунже. А вы курите кальян, Артемий Кириллович? Ну, бывает иногда, но я не увлекаюсь этим времяпрепровождением. Здесь, мне кажется, у меня как раз подходящее для этого место. Так, ну я бы еще вас спросил, вот эта Львова Белова выступила с такой речью довольно пространной о том, что мы на самом деле не усыновляем украинских детей. Вот и я не усыновляла. И вот все, кто здесь, их приняли только на временную как бы опеку, но их никто не усыновляет. Такое ощущение, что они после этого гаагского обвинения пытаются как бы чуть-чуть сдать назад и сделать вид, что они белые и пушистые. Вообще прокомментируйте в целом этот весь кейс с украинскими детьми. Не, что тут говорить, это преступление. Раз Международный уголовный суд, который представляет собой огромную, бюрократизированную и в высшей степени осторожную организацию, если уж они пошли на то, чтобы обвинять официально Путина и вот эту сучонку, то, значит, чего уж тут я могу добавить? Это преступление. То есть вы просто вдумайтесь, что это такое. Есть семья, папа, мама, дети. Напали враги. Семье пришлось плохо. То есть или папа, мама погиб, или кто-то один из них погиб. Вот. Или война их разбросала, папа, мама оказались в одном месте, дети в другом месте. И этих детей просто-напросто берут и похищают. Их похищают не только у родных родителей, которые, может быть, еще живы, просто у родителей взяли, отняли, похитили детей. Это называется kidnapping по-английски. Это одно из самых страшных преступлений, за которое наказание, ну как за убийство. Вот. Но их и вытащили вообще из их жизни. То есть у них была какая-то жизнь, у них была школа, у них были друзья, и все. И вместо этого они видят морду какой-то этой Львовой Беловой. И она, кстати, говорила, что она усыновила 15-летнего мальчика из Украины. Так что пусть не пиздит. А взяла в опеку? Да. Ты что-то хотел спросить? Да, я хотел реплику добавить, что она вот сейчас она как раз заявила, что нет, я его не усыновляла, мы их просто взяли в опеку. Ну вот как животные. То есть она или сейчас врет, или она Путину наврала. Очень нормально. Вот. В общем, короче говоря, это страшное преступление. Этих похищенных детей огромное количество, их около 20 тысяч. Зачем это нужно России, я себе вполне представляю. Потому что в России, как известно, сейчас демографическая катастрофа. Население страны уменьшается, несмотря даже на все старания типа массовой там паспортизации
каких-то людей из Украины или там из Средней Азии и так далее. Тем не менее, убыль населения в Российской Федерации в среднем вот за последние годы, уже даже десятилетия, составляет где-то 300-500 тысяч, то есть до полумиллиона человек в год. То есть при таких темпах, я уже не помню, читал я там всякие, значит, статистические выкладки и прогнозы, но при таких темпах, по-моему, к 2050 году в России останется уже меньше 100 миллионов человек. Вот, а к какому-нибудь там 2100 вообще никого не останется на этой огромной территории. Короче говоря, в общем, пытаются вот таким вот просто бандитским, криминальнейшим образом, по-видимому, улучшить демографическую ситуацию в России, потому что 20 тысяч детей это же огромные цифры. Да. Я хотел бы еще, чтобы вы прокомментировали арест Ивана Гершковича. Все независимые журналисты выступили, и вообще журналистское сообщество выступило в поддержку его и за освобождение. Но понятно, что скорого освобождения не будет. Но и вообще, как теперь дальше работать иностранным журналистам в России, когда тебя, в общем, могут в любой момент принять в обменный фонд, так сказать? Да, ну, во-первых, ты абсолютно прав, это действительно, это обменный фонд, это похищение заложника. Похищение заложника просто с тем, чтобы обменять этого американского журналиста на какого-то русского шпиона. А русских шпионов сейчас поймали и в Европе, и на всей планете довольно много. Причем некоторые из них были такие шпионы глубинного залегания, которые там уже окопались много-много лет назад, в общем, такие как бы и спящие такие агенты и так далее. Вот в Словении там парочку супружескую повязали сейчас российских шпионов. Вот. И поэтому это делается просто совершенно беспардонным образом. Опять же, то есть это стопроцентный акт международного бандитизма. Ивана Гершковича я не знал, но я уже в России давно не живу. Раньше были времена, когда я знал, если не всех, то, по крайней мере, очень многих иностранных корреспондентов, общался с ними, интервью всякие давал и так далее. Сейчас я никого не знаю из работающих в Москве иностранцев. Но да, абсолютно любой из них может стать мишенью. Вот, даже если он не ездит там ни на Урал, ни в Сибирь, вот, а сидит себе на Садово-Самотечной в офисе, значит, и пишет аналитические статьи, все равно скажут, что ты там что-то там подслушивал, где-то там в ресторане кому-то записочку передал там и так далее. То есть можно подловить и что-то подкинуть, можно абсолютно любому. Вот, поэтому я на самом деле абсолютно солидарен с газетой, какой он там представляет, Wall Street Journal, да, с газетой Wall Street Journal, которая призвала всех иностранных журналистов покинуть территорию России. Потому что, да, над каждым из них висит этот дамоклов меч, есть этот риск. Кстати, опять же, в СССР этого не было такого. В СССР ни разу, один-единственный раз там арестовали и выслали одного журналиста. Кажется, в 1986 году это было, а так вообще никогда. Все 70-е, все 60-е, все 50-е годы, все, в общем-то, было как бы чинно, мирно и законно. В этом смысле Путин, опять же, переплюнул своих совковых предшественников. Ну вот, и опасности существуют для каждого из них. И главное, ну, как мне кажется, сейчас вообще вот сам этот институт иностранного корреспондентства, он, в общем-то, уже немного устарел. То есть сейчас во времена интернета, социальных сетей,
всеобщей этой прослушки, проглядки там и так далее. Если раньше, да, можно было там брать какие-то эксклюзивные интервью каким-то образом, вот, то теперь, ну, скажем, у того же Навального ты интервью в любом случае не возьмешь. А с любым другим, в общем-то, можно связаться по компьютеру, и все ты сделаешь, значит, что хочешь. Так что я думаю, что если из России действительно отзовут нафиг всех иностранных корреспондентов, думаю, что качество их работы от этого сильно хуже не станет. Вот, так что вперед, ребята. Точнее, назад на родину. Алкоголик из Москвы пишет: помню, понравилось кафе Обломов, когда гость была Гурченко и ее любимый фильм «Жигало». Я знаю, что вы близко дружили с Людмилой Гурченко. Вы помните этот выпуск? Ну, я бы не сказал, что мы близко дружили с Людмилой Марковной, вот, но дружили. Мы с ней дружили, и я много раз бывал у нее в гостях в Трехпрудном переулке. Она жила там в доме прямо напротив Ренаты Литвиновой. Так что у меня две подруги жили в 100-метровой близости друг от друга. Вот. Замечательная совершенно Гурченко была женщина, потрясающе умная, любопытная, приятная в общении. Вот, в общем, хороша она была. Программу «Кафе Обломов» с ней я, честно говоря, не помню, так что тут ничего не могу сказать. Я ни разу не видел ни одной программы «Кафе Обломов». То есть вот эти программы снимали, я их даже никогда не смотрел потом, когда их транслировали по каналу НТВ. Вот, так что да, к сожалению, никаких подробностей съемки сообщить алкоголику из Москвы не могу. Хорошо, благодарю вас, Артемий Кивович. Ну вот прокомментируйте, я к зрителям обращаюсь, наш сегодняшний такой формат, где удаленно и я, и Артемий Троицкий. Как вам в таком виде нас смотреть? Там, может, у нас сегодня по звуку чуть-чуть был брак, но это мы, конечно же, исправим. Спасибо вам. Следующий наш эфир, я думаю, будет уже в студии Ару ТВ, как это обычно происходит. Ну и живой уголок проанонсируйте, наверное, еще раз, да, для тех, кто только что подключился. Да, друзья, живой уголок будет завтра, а не в четверг, но в обычное время, то есть в 6 часов по Таллину, Киеву, Москве, Питеру. Что там будет, я не знаю. То есть вот такой вот обычной стержневой темы у меня пока нет, потому что я надеюсь, что вместо этой самой темы у меня будет какой-то интересный гость из мира кино. Вот, кто это будет, я не знаю. Вот, о чем я с этим гостем буду говорить, я тоже не знаю, поскольку, в общем-то, от мира кино я достаточно далек. Вот, но тем не менее, надеюсь, что собеседник будет интересным и не только для меня, но и для вас тоже. Так что, да, заходите завтра в живой уголок. И вот у нас подоспело голосование, его результаты, которое проходило в чате, где я буду вещать. Дома на подушках 43%, в студии на фоне небоскребов 33%, дома у Троицкого 12%. И свой вариант написали 10%. Вот такой опрос, так что, в принципе, в пользу моей лаунж-зоны довольно существенно. Я сказал, поздравляю, Остап. Да, отлично. Ну и тут у меня еще есть варианты, еще как повернуть камеру, так что мы, я думаю, будем развивать. Вот, Артемий Михайлович, спасибо, отлично вам провести время в Испании. Желаю классно и отдохнуть, и сделать живой уголок, и возвращайтесь в Таллин, увидимся в студии. Спасибо. Спасибо и всем счастливо, друзья.